Добрый день, дорогие рыбы! Добро пожаловать на мой YouTube канал. И в этом видео я расскажу ваш гороскоп на январь 2024 нового високосного года. Ну что, дорогие рыбки, как говорится, поплыли. Итак, вот наступил Новый год, наступает новый этап в жизни каждого. И если вы смотрели мои ролики последние полгода, то, ребята, вы знаете, что я не просто так вас подводила и говорила в прямом смысле, что 24 год будет годом новых событий, быстрых событий, резких событий, событий, которые, возможно, будут не нравиться, события, которые будут заставлять нас шевелиться и двигаться быстрее. И здесь, конечно, дорогие рыбки, необходимо будет отпустить все старое. То есть, да, необходимо идти, как говорится, в воды мирового океана, если уж говорить так глобально, да. Но на самом деле 24, 25 и 26 год – это год, который начинается как раз-таки в переходном этапе. Конечно же, уже потихонечку заканчиваются все старые дела, и сложно будет уже работать по-старому, делать то, что вот было последние 2 года, за что держались, за что хотелось ухватиться, чтобы вот до последнего было как раньше. Ребят, не получится, будет сложно, поэтому, говорю, перестраивайтесь. Почему говорю? Потому что вам же будет сложно весь январь отпустить еще прошлое, отпустить те моменты, которые вызывают жалость, которые вызывают сомнения, внутренние вопросики, то, что вы не прожили, не сделали, не доделали, да, и поэтому вот так вот у вас смажется январь, то есть первая его половина будет реально напряженной, будет такая апатия, будет лень, нежелание что-либо делать, нежелание жить по-новому, развиваться, в работе точно так же наступит такой момент, немножко, я бы так сказала, депрессивно, поэтому здесь, мои дорогие рыбки, понимаете. А можно, конечно же, сгладить этот момент для того, что, новогодние праздники, проведите их в семье, с близкими, радушно, проведите это вот прям романтично, по-доброму, с теплыми эмоциями, да, то есть найдите в себе этот эгрегор эмоций и перестаньте печалиться о том, за что уже держаться нельзя, да, то есть в работе, в жизни, в старых привычках, да, и уже просто цените то, что есть, и со второй половины января будете строить новое, да. Почему я все говорю про новое? Потому что вторая половина января, она такая достаточно будет сложно напряженная, да, потому что у нас 21 января Солнце переходит из Козерога в Водолей, но здесь это ежегодная история. 23 января Плутон меняет знак из Козерога в Водолей. И 24 января Уран, управитель Водолея, разворачивается из ретроградного движения, начинает идти прямо, то есть он начинает в прямом смысле ускоряться, ускорять события. То есть там буквально с 1 февраля он уже пойдет прямо, и немного времени пройдет, когда события начнут форсироваться, и будет происходить очень много всего, разных событий. Поэтому здесь, конечно же, в 24-м времени осталось очень мало для того, чтобы что-то начать делать в спокойной такой ситуации, да. Можно будет в первых 2 неделях января спокойно, тихо, монотонно что-то хотя бы подготавливать, делать, но, скорее всего, первую неделю сложно будет вообще, в принципе, все и поработать, и договориться, потому что там еще ретроградный Меркурий докатывается, там ретроградный Юпитер разворачивается, да, то есть вы понимаете, сколько планет у нас совершают манипуляции, маневров, в принципе, в январе, да, поэтому месяц будет сложноватый, и если вы держитесь за старое, то перейти на новое будет очень сложно, но события все равно будут к этому подводить, поэтому чем быстрее и безболезненнее вы с полным осознанием, я бы так сказала, отрекетесь от старого, не отрекетесь, а поймете, что все, уже изжил себя эти моменты в работе, уже эти проекты уже не поднимаются, уже эта работа, которая не приносила ни радости, ни счастья, ни интереса, ни денег, да, то есть оно уже все, уже не хочется, нет желания, нет мотивации,
на нее идти. И, ребят, здесь естественно. У нас 24 начинается вот с такими вот моментами водолейскими, да, поэтому здесь, конечно же, что? Направьте себе, нарисуйте себе цель, куда вы хотите прийти, кем вы хотите стать, каким человеком вы хотите стать. В прямом смысле, через 5, 10, 15, 20 лет в конце своей жизни, какую вы хотите видеть свою жизнь, и поймите, что ведут ли ежедневные вот эти действия куда-то, да, то есть, и здесь понимайте, то вы рыбы, раскрываете ли вы свой творческий потенциал, да, раскрываете ли вы свой духовный потенциал, раскрываете ли вы свой вот этот миролюбивый глобальный потенциал внутренний, любовь ко всему, что есть в этом мире, есть ли она у вас, или вы ненавидите этот мир просто потому, что вы уже устали и делаете то, что вам не нравится, вас не удовлетворяет, вообще ни по каким из критериев жизни, да, то есть поймите, видите ли вы ту красоту в этом мире, которую вам как рыбам положено видеть, или же нет, да, то есть занимаетесь ли вы тем, чтобы этот мир вдохновлять, или же вы наоборот движетесь в сторону вообще антивдохновения, да, то есть вы наоборот портите этот мир. Здесь нужно прям понимать, классные вы рыбы, которые творят и создают этот мир в глобальном его понимании, да, то есть имеете такую идеологию, либо же вы просто плывете по волнам, либо в проруби, вот просто куда волна поведет, туда и пойду, то есть имеете ли вы свое я или не имеете. Это такой на самом деле очень четкий и важный момент в январе, потому что половину 1 января будет 100% штормить, либо состояние такой лень, депрессии. Понимаете, что этот гороскоп общий примерно для 700-800 миллионов рыб, которые есть на нашей планете, он не может быть четко таким же одинаковым для всех, да, но есть какие-то моменты цикличности у всех людей, да, но для всех одинаковых, для разных возрастов он не может быть одним и тем же, поэтому если у вас свой персональный вопрос, он уже назрел, я так понимаю, глядя на ваш гороскоп на январь, вопросов много, оставляйте в комментариях под этим видео, обязательно с датой, время и место рождения. Ребята, это 3 важных критерия, которые мне необходимо для того, чтобы ответить на ваш вопрос. Ну и, собственно, ваш вопрос тоже оставляйте, да. Если же вопрос личный, вы не хотите, чтобы вы видели все остальные, в ссылке шапки профиля есть ссылочка на сайт, записывайтесь на консультацию, будем разговаривать с вами лично. Ну а пока продолжим. Что касается работы, в январе, согласно вот этим вот всем перечисленным маневрам на небе, да, скажу, что первую неделю января вообще сложно будет что-то делать, поэтому напитайтесь свободой, спокойствием, праздниками, не спорьте, не ругайтесь, понимайте мудрость всех ситуаций, даже если это споры, даже если это претензии, понимаете, почему они всплывают сейчас, возможно, вы тоже, они вас накаляют, но вы их стараетесь как-то не замечать, да, разберите вот эти все сложные моменты, которые у вас поднакопились, да. Вторая неделя января, в принципе, можно начать работать, но, скорее всего, будет провисать личная жизнь. И здесь, конечно же, нужно, ребята, договариваться. Не нужно эмоции вот эти держать в себе. Договаривайтесь, но при этом не ругайтесь. Конечно, захочется спрятаться в себе, захочется предъявить претензии, потому что Меркурий в Стрельце в квадратуре с Нептуном захочется прям сказать, вы все виноваты, а я вот такой классный, да. Поэтому понимайте всю ответственность, так не бывает. Если все виноваты, а я классный, значит я тоже виноват, или значит они такие же классные, как и вы, если вы считаете, что вы классный. То есть здесь, понимаете, вот подобное притягивается к подобному, мировой закон такой вселенной, и ничего здесь не поделать, да. Ну и, конечно же, понимаете, что вы в силах урегулировать все, что накопилось, все, за что раньше руки не брались, потому что 3-я неделя января до маневров и манипуляций планет, ингрессии в другие знаки, да, 3-я неделя января пройдет очень классно, я бы так сказала, прекрасно работать и прекрасно договариваться, строить планы, это новый лунный цикл, начинать работать, начинать действовать, потому что и Юпитер, ваш второй управитель, он будет в прекрасном, он уже раскачается, уже отойдет от ретроградного движения, уже прекрасно договариваться, коммуницировать, пиариться, то есть строить планы, проекты, хорошо путешествовать, ездить, командировки, летать, все прекрасно, Уран тоже на небе спокоен, совершайте сделки, только прибыли пока не будет, с прибылью пока немножко сложновато, то есть она будет где-то в подвисшем
состоянии и, возможно, догонит к концу января. Там на самом-то деле на развороте Урана, несмотря на то, что Уран разворачивается, он будет разворачиваться в благоприятных аспектах, и все действия, которые вы будете совершать, они будут прям идти вот, ну, как любят говорить, во благо, да, то есть в те моменты, если, конечно же, вы умеете классно, четко договариваться, не тянуть одеяло только на себя и такие, знаете, классные договорные отношения умеете строить, тогда в работе все хорошо получится. Я не вижу никаких таких мелких неурядиц, уже все такие спокойные, ретро-мерк отступил, ретроградных движений планет в ближайшее время не ожидается, поэтому с конца января прекрасное время работать. Разворот Урана на самом-то деле может получиться, это еще как раз вопрос к тому, да, есть те, у кого на развороте Урана, ну, нельзя запускать какие-то там новые проекты, а есть те, у кого наоборот нужно это делать, кто-то и переезжает на развороте определенных планет. Ну, например, я на развороте Нептуна в декабре месяце совершила скачок с одной, да, то есть переехала всей семьей с одной части планеты в другую, да, то есть 3000 километров, ну, вот 3, да, чуть больше, но не важно, 3. То есть всей большой, огромной семьей переехала, то есть кому-то нужно, кому-то нет. То есть и здесь понимаете, что количество энергии должно быть выделено, либо оно выделится на продуктивную, классную работу, на то, что вы хотите сделать, либо же это пройдет момент, когда вы ничего не делаете, но придется тратить энергию на какие-то бестолковые разговоры, на какие-то бестолковые дела, потому что все равно необходимо что-то делать, да. Ну и есть, конечно же, есть момент, что можно потерять немножко контакт с близкими, но он потом наладится. То есть в любви все равно вырулится, все будет хорошо, поэтому здесь не пылите, не мутите воду, не закрывайтесь в каких-то таких иллюзиях, просто понимайте, что мир, в котором мы все привыкли жить, да, с 2020 года мы пытаемся его удержать, но это сложно, ребята, и невозможно остановить прогресс, он с каждым годом все ускоряется, с момента перехода Урана, с момента перехода Плутона в Водолей, да, и еще и в 26 году у нас Уран из Тельца перейдет в знак Близнецы, вот тогда мы на самом-то деле увидим вон ту самую скорость и ту эру Водолея, про которую все говорят, и сейчас-то на самом деле оно не все так сложно, не все так страшно и не все так быстро, то есть у нас как бы планово мы вот так ускоряемся, поэтому, ребят, здесь, пожалуйста, понимайте, что мир вот он такой, что нам необходимо делать то, ради чего мы сюда пришли, и январь, он на самом деле, ну, вот такой интересный месяц, когда необходимо будет уже, вот, ну, начинать, что завершать этот этап, подходить к завершению старого, и первые 2 недели января как раз-таки моменты доделок, доделать всего прошлого, что не получалось уже, за что уже вы поняли, что это все себя изжило, поэтому здесь, мои дорогие, понимаете всю важность, то есть нельзя пропустить будущее ценой прошлого, да, не зависайте там, и тогда у вас все будет хорошо. Ребят, вот такой гороскоп на январь 2024 года, будет много моментов, которые будут нас волновать, напрягать и тому подобное, поэтому здесь, конечно же, понимайте, включайте логику, включайте свою интуицию, рыбы, обязательно включайте свою интуицию, потому что в эре Водолея, в новом мире, куда вот мы идем, да, как это еще можно назвать, вам необходимо, как знаку зодиака, который имеет максимальное вдохновение, я бы так сказала, да, и имеет максимальную интуицию, ею пользоваться. Ну, потому что талант дан не просто так. Раскачивайте свою интуицию, свои интуитивные способности, понимайте, чувствуйте, да, потому что в вашем случае логика не всегда настолько может быть сильна, сколько интуиция. Становитесь рыбами, тем знаком зодиаком, которым вам необходимо быть, для чего вы сюда пришли, и все у вас и у нас будет хорошо. Поэтому, мои дорогие рыбки, спасибо, что были здесь, спасибо, что досмотрели до конца. Оставляйте вопросы, если они у вас есть. И, конечно же, по классике в конце видео актуальные ролики, которые вы можете посмотреть. И к новогодним праздникам обязательно ваш гороскоп на 2024 високосный год я выпущу. Ребят, спасибо, что были здесь, и увидимся с вами в следующих роликах. Пока-пока!